А мы переходим к ключевой части нашего исследования – попытки восстановить последние часы и минуты жизни тех 4, которые пошли в лес за дровами – Золотарева, Тибо Бриньоля, Дубининой и Колеватова. И начиная с этой серии мы входим в зону документальной темноты. Дневники закончились, последняя строчка написана вечером 31 января. Свидетелей нет, ни одного живого очевидца событий того вечера. Нам не с кем сверить детали, не у кого уточнить последовательность. Но вместо этого мы будем опираться на холодные материалы уголовного дела, протоколы осмотра места происшествия, судебно-медицинские данные, фотографии тел и логику человеческого поведения. В принципе, это немало. Если сложить все эти элементы правильно, то мы получим общую картину случившегося. И с этого момента начинается, собственно, реконструкция того, что произошло с дятловцами в лесу у подножия горы Халатчахль. Мы миллиметр за миллиметром отделим факты от легенд, медицинские показатели от домыслов, действительность от газетных выдумок. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 1 февраля 1959 примерно в 15:30 Золотарев, Тибо Бриньоль, Дубинина и Колеватов спустились в лес. И там нарвались на чужих. Какой диалог между ними произошел, мы знать не можем. Но и вариантов не так много. Это был типичный разговор между местными, которых мы, по иронии судьбы, называем чужими, и туристами, которые пришли на их территорию. И у нас есть здесь на что опираться. Это вариант Тиунова, который проецирует этот предполагаемый диалог на 2 девушек, но мы уже знаем, что там присутствовала одна Люда, поэтому все словесные обращения изменим на нее одну. Стало быть, Тиунов считает, что после каких-то приветствий кого-то из наиболее пьяных охотников растащило на грубую шутку типа «Эх, такая шикарная девочка, а вот почему-то не с нами». «Да бросай ты своих хилых городских и переселяйся в нашу палатку. Вот мы бы тебя там так согрели». Или же Люда вполне могла увидеть какую-нибудь добычу охотников, важенку или молодого олененка, на что последовала ее непосредственная девичья реакция. «Зачем же вы угробили такого маленького? Вот когда мы вернемся в Вижай, то обязательно расскажем все про вас местному начальству». Дальше больше, развивает свою версию Тиунов. В итоге подвыпившие охотники, уже нисколько не стесняясь непечатных речевых оборотов, доходчиво объяснили нахальной девочке, где ее настоящее место и что ей следует делать со своим собственным мнением. Конечно, подобного поворота событий мужская часть группы никак не ожидала, и достаточно естественно, ребята вступились за свою подругу, чем еще сильнее усугубили ситуацию. Возможно, что в пылу стычки кто-то из дятловцев даже необдуманно назвал охотников какими-нибудь пьяными козлами. Короче говоря, произошла самая обыкновенная бытовая стычка нескольких пьяных людей с людьми трезвыми. Подобный конфликт может иметь место где угодно – на городской улице, в транспорте или на берегу живописного природного озера. Вся разница нашего случая заключалась лишь в том, что происходило это в глухой тайге, пьяные люди были хорошо вооружены, а трезвые абсолютно безоружны. Из этой достаточно правдоподобной сценки мы вытянем 5 триггеров. Первый триггер – сексуальный, то есть оскорбительный юмор в отношении Люды. Унижающие шутки о сексе – это почти гарантированная агрессия ребят рядом с ней. Люда, безусловно, была раздражающим фактором, как любая посторонняя городская девушка в том суровом крае. Ни зечка, ни поселенка, ни рабочая. Сам факт, что чужие могли сказать что-то типа «заберем вашу девочку с собой» – это удар по самолюбию аж 3 мужчин. И надо понимать еще такой штрих. В дикой тайге нет свидетелей и контроля, поэтому список разрешенного расширяется. Так что этот триггер очень правдоподобен, я бы даже сказала 100% в точку. Дятловцы обязательно бы на него отреагировали. И плюс к этому добавим поведение девушки с 3 парнями, которая чувствовала себя под их защитой уверенно и вполне могла наговорить лишнего. Второй триггер угрозы огласки. Это вторая сильная точка Тиунова. Фраза «мы расскажем все какому-нибудь начальству» звучит в нашем случае как Свердловскому.
Люда могла добавить, что ее папа там большой начальник в попытке остановить агрессию. В кино часто такие моменты показывают, когда кто-то разоблачил преступника и при нем тут же набирает номер телефона. Тот спрашивает: «Куда ты звонишь?» и слышит простодушный ответ: «В полицию». И все. Больше этот кто-то никому никогда не позвонит. Так и здесь. Для чужих упоминание какого-то начальника где-то там далеко звучит смешно, но намека не услышали и запомнили. Вот в чем дело. Пока это еще все безобидно. Чужие парируют насмешкой, типа: «Кто там твой папа против нас? Мы тут все решаем». Третий триггер – пренебрежение. Тиунов правильно понимает мужскую психологию. Когда спортивных, благополучных городских ребят встречают не совсем трезвые местные, то возникает конкуренция, и у чужих появляется желание поставить туристов на место. Фразы типа «сопляки», «умники», «мы здесь хозяева» очень правдоподобны. Этого достаточно, чтобы началась толкотня. Четвертый триггер алкоголя. Решающий. Вероятно, чужие уже приложились, а алкоголь усиливает агрессию и, что самое важное, стирает страх последствий. Без алкоголя это не взрывается. С алкоголем хватает одного слова. И пятый триггер – унижение перед девушкой. Это универсальный механизм. Перед девушками ребята не хотят выглядеть слабыми. Вот вернутся они в палатку, начнут рассказывать о конфликте, а Люда и донесет, кто как себя вел, кто спасовал, а кто кинулся ее смело защищать. Когда парней унижают при девушке, то заварушка неизбежна. Неважно, это тайга, север, советские времена, студенты или местные, закон биологии. Так что мы соглашаемся с Тиуновым, что конфликт был бытовым по сути, обычные человеческие эмоции, алкоголь, уязвленное самолюбие, обидные слова, тема девушки центральная. От себя я добавлю еще один момент, который Тиунов не учитывает, но мы-то о нем знаем. 99%, что хоть кто-то один из чужих был уже наслышан о дятловцах. Многие участки там были оснащены рациями, но и без них новости округи передавались быстро. В тайге, как в селе, новостей мало, и каждое движение, кто новый там появился, в районе пересказывались. Дятловская группа появилась в Ивдельском районе шумно. Песни, смех, всем подряд докладывали о маршруте. Веселые девчата-пивуньи, туристическая романтика, книжки в рюкзаках и мишки-игрушки, разговоры о природе и культуре. А местные смотрели же на это иначе. Для них эти дети цивилизации выглядели как беспечные городские балаболы, которые ничего не понимают про настоящую жизнь. Про холод и голод, про выживание. Это выглядело и как демонстрация неуважения к тем суровым местам. И кто-то из чужих мог сказать: «А, это те самые, песни горлают, танцы устроили на 41-м участке, там у них такая задорная Зина, кажется. Ты не Зина?» А надо понимать, что за неполных 14 лет существования Ивдель-Лага там погибло около 30 тысяч человек. Цифра сухая, но за ней тот же холод-голод, побои, болезни, лесоповалы, истощение и медленная смерть без имени и могилы. По своей сути Ивдель-Лаг был тем же концентрационным лагерем, просто советского образца, без колючей проволоки на открытках, без кинохроники для потомков, без экскурсий и мемориалов. Пропаганда работала идеально. О своих преступлениях советская власть не кричала, табличек не вешала, музеев не создавала. Люди исчезали, и это считалось нормой. Официальная картина была простой и удобной. Все плохое там, на Западе. У немцев Бухенвальды и Аушвицы, у них зверства, печи и концлагеря. А у нас трудовое перевоспитание, исправительные колонии, социалистическая необходимость. Ивдель-Лаг в этой логике выглядел почти курортом. Лес, свежий воздух, работа на благо страны. А то, что люди там умирали тысячами, так это перегибы, издержки, временные трудности. Разница была лишь в одном. О немецких лагерях мир узнал и ужаснулся, а о советских предпочли умолчать. И об этом советским детям не рассказывали на уроках истории, ни в школах, ни в институтах. Так что, кто бы ни были эти чужие, это были люди нервные, усталые, с расшатанной психикой, жизнь на пределе, алкоголь под рукой, ответственность и работа у каждого висит на шее. А тут туристы идут с песнями по жизни, в снежки играют, пропагандируют туризм.
А эти прелести туризма их уже достали. Тут люди выживают как могут, а им то лошадь дай, то подвези, то накорми, то обогрей. Это мы стали на позицию чужих, чтобы понимать, как они смотрели на приближающихся к ним беззаботных дятловцев. Все такие развеселые, девка с ними песенку напевает. В голове вспыхивает все, что могло копиться годами. Зависть, злость, раздражение. И при встрече начался тяжелый и ненужный разговор. Сначала общие вопросы. Что вы тут забыли? А что это за шмара? Кто вы такие? Что шляетесь? Проходу от вас нет. Девахи, он жалко на вас смотреть. Давай иди лучше к нам, настоящим мужикам. Пошли грязные намеки. Так каждый может рассказать подобную историю из своей жизни. А дятловцы, они же выросли в другом мире. Университет, безобидные шутки, советская идеология, романтика. Реально в ту ночь столкнулись два разных мира. Первый – это мир парадов и транспарантов, где широка страна моя родная, где улыбающиеся лица на плакатах, герои-комсомольцы, спортивные достижения и мороженое по 19 копеек. Мир, в котором государство выглядело сильным, справедливым, а первый секретарь КПСС – это так прямо отец родной. А рядом был другой мир – из земли, из снега, из колючей проволоки и лагерных башен. Мир зонолагерный, настоящая, непарадная сторона советской действительности. Мир, где люди исчезали без объяснений, где сила означала все, где жизнь ничего не стоила, а молчание было единственной формой выживания. В этом мире не спорили, там ломали, там не доказывали, там наказывали. И никакие правильные слова, ни образование, ни правота не имели значения перед кулаком или приказом. Дятловцы этого мира не знали, а чужие, то есть местные, в нем варились. И трагедия становилась неизбежной не потому, что кто-то был плохим, а потому что эти два мира говорили на разных языках и не имели общих правил. И когда Дубинину в процессе перепалки схватили за руку или за талию, то все, ситуация достигла точки кипения. Почему Люда получила больше всех? Потому что характер. Юдин дал ей такую характеристику. Люда Дубинина, ну это вообще строгого воспитания. Девочка была принципиальная, она была полностью за советскую власть. У нее родители где-то работали большими начальниками в совнархозе. Вот, и она была вот так воспитана, что она, я думаю, была хорошая пионерка, комсомолка. И представим, какой-то напряженный момент Люда включает триггероглазки. «Мой отец в совнархозе, я расскажу, вас лишат работы, вас посадят». Для чужих это вызывает взрыв смеха, но одновременно звучит как пощечина. Это уже оскорбление местного авторитета. И видя, что должность папы в совнархозе никого не пугает, Люда могла добавить: «А у Юры Кривонищенко вообще отец генерал-майор». Так, пытаясь спастись, эта непуганная советская девочка из благополучной семьи только подливала масло в огонь. Может, даже кто-то из дятловцев ее осадил. Да заткнись уже. Помните, как Блинов о ней отзывался? Дубинина Люда умом не блистала, простодушная и простоватая девчонка. И не нашлось никого, кто бы разрядил обстановку. Помню, когда-то еще старшеклассницей шли мы поздно вечером домой с одной малознакомой девочкой. Нас остановила ватага хлопцев и стали к нам приставать, тоже какие-то непристойные шуточки всякие. Я стояла в ужасе и молчала, как соляной столб, не зная, что ей ответить. Как у то Семен Семенович в подземном переходе. И тут основной тех пацанов задает вопрос: «А что вы, девочки, такие нерадостные? Я что, вам не нравлюсь?» И тут моя малознакомая подружка отвечает с обворожительной улыбкой: «Ну что вы, разве вы можете не нравиться?» И все. Обстановка разрядилась, пацаны рассмеялись, оставили нас в покое и пошли своей дорогой. Вы понимаете, как важно сбить в таких ситуациях градус назревающего конфликта. И это пытался, видимо, сделать Колеватов. Саша Колеватов совсем другой человек по воспоминаниям. Он был уверенным, ответственным, рассудительным. И старался сгладить ситуацию и успокоить как чужих, так и своих.
А как можно было утихомирить чужих в той обстановке? Единственным способом сказать: извините, мы все поняли, мы сейчас возвращаемся в палатку, собираемся и уходим. Прямо сейчас, не по маршруту, а домой. К вам никаких претензий, вы о нас никогда больше не услышите. Если не так, то примерно чем-то подобным Колеватов пытался угомонить чужих. Но очевидно, что его миссия миротворца провалилась. А остальные дятловцы – сильные, выносливые, спортивные, но психологически неопытные. Они реагировали эмоциями и не оценили угрозу. А надо было просто бежать к палатке, собираться и уходить из этих мест. А у кого бы из дятловцев получилось вести себя так, чтобы не допустить конфликт или не дать ему разгореться? Давайте представим, что у всех у них были валенки, и Дятлов послал за дровами других 4 человек, которые могли бы сгладить обстановку с чужими. Сразу убираем девушек. Это по-любому триггер. Без них риск разгорания конфликта уменьшается процентов на 90. А если бы пошли за дровами 4 в том составе, что я сейчас назову, то все обошлось бы тихо, мирно, еще бы и рябчика на ужин получили. Первый – это сам Дятлов. Это в своей группе он давил, но с чужими был бы сдержан, держал бы дистанцию, не провоцировал, тем более, что заикался. Второй – Слободин, интеллигентный, воспитанный, неконфликтный, точно не обострял бы, мог бы смягчить атмосферу. Третий – Кривонищенко, веселый, артистичный, мог бы шуткой снять напряжение, а это самый лучший способ разрядить ситуацию. И 4-й – Колеватов, вне конкуренции в этой компании, собран, спокоен, имел выдержку, не паниковал бы, мог говорить ровно, без эмоций. В этом составе на «чего вы тут шляетесь» ответили бы: «Да вот шляемся, сами не рады, из турсекции погнали, или идите ли вытурим из института, а вы думаете, если студенты, то нам легко. Гляньте, как мы одеты, как ваши заключенные, боимся ходить по тайге, чтобы манси нас не подстрелили, как беглых. Нас уже 1 раз с ними перепутали, забрали в каталажку». И все, чужие посмеялись и даже посочувствовали. А в нашей реконструкции поладить не получилось. После перепалки кто-то первый распустил руки. И теперь проиллюстрируем все вышесказанное реальной сценкой. Тот же Борис Гудков, которого мы часто цитируем, в 1956-м его группа оказалась в подобной ситуации и, может, даже еще худшей. К концу похода наша многолюдная группа вышла к одному из лагерей, которых тогда множество было в этих местах. На ночь нам отвели место в пустующем бараке для бесконвойных зэков, а утром пообещали отправить на машине в Кизил, поскольку присутствие посторонних крайне беспокоило лагерное начальство. Утром действительно пришел грузовик, работавший, кстати, не на бензине, а на деревянных чурках, и потому имевший с каждой стороны кабины по высокой черной колонке, в которой гудел огонь. Между шофером грузовика и отправлявшим его начальником разгорелся какой-то нешуточный спор. К сожалению, мы слишком поздно поняли его смысл. Шофер-заключенный настаивал, чтобы ему разрешили остаться на ночь в Кизиле, а начальство требовало возвращения к вечерней поверке. Разрешение не последовало. Едва мы разместились в кузове, машина рванула с места, а вслед, отчаянно матерясь и размахивая пистолетом, бросился охранник, рот которого был набит золотыми зубами. Он вскочил на подножку, грузовик помчался почему-то не по дороге в город, а свернул в лес и вскоре остановился на сумрачной поляне, окруженной высоченными соснами. Посередине горел громадный костер, и вокруг него чернили фигуры зэков, которые вполне недвусмысленно поглядывали на 2 наших в раз притихших девушек. Одна из них была, кстати, дочерью кинорежиссера Васильева и актрисы Мясниковой, Анки-пулеметчицы из Чапаева. Правду говорят, что люди по ту и эту сторону тюремной решетки близки по духу, живут в одном мире. Охранник был явно из этого мира и говорил на одном языке с заключенными, но все же представлял закон, и его явно побаивались. Под его присмотром в машину были загружены сосновые чурки, и мы, наконец, выбрались на дорогу, ведущую в город. Здесь охранник нас оставил, но уехали мы недалеко, застряв у первого же небольшого, но довольно крутого подъема. Сначала грузовик с разбега дотянул почти до конца подъема, но потом бессильно скатился назад.
Было много новых попыток преодолеть препятствия. Мы дружно толкали машину, подкладывали под колеса лапник, но каждый раз почти на самой вершине мотор неожиданно глох, и грузовик откатывался обратно, грозя раздавить толкавших ее ребят. Тут мы наконец поняли, что дело не в крутизне подъема и не в неисправности машины. Водитель не собирался совершать этот рейс на невыгодных для него условиях. Тем временем короткий северный день закончился, и нам не осталось ничего другого, как встать на лыжи и постараться пешком преодолеть оставшиеся километров 25 до города. Сначала мы довольно быстро двигались по накатанной дороге, но постепенно усталость стала брать свое, ноги начали разъезжаться, мы сняли лыжи и дальше уже просто тянули их за собой на веревке. В полной темноте увидели какой-то странный барак на краю дороги, куда нас впустили ненадолго погреться. Тепло сразу разморило измученных ребят, глаза непроизвольно закрывались, и мы охотно остались бы здесь до утра, несмотря на всю подозрительность обстановки дома, напоминавшего разбойничий притон, если бы вскоре нас едва ли не насильно не вытолкали обратно на мороз. Мы потащились дальше, в буквальном смысле слова, засыпая на ходу. Конец цитаты. Это я вам зачитала, чтобы лишний раз напомнить, оно не помешает, в какой атмосфере происходила встреча дятловцев с чужими. Из рассказа Гудкова выделим две ключевые фразы. Первая. Чернели фигуры зэков, которые вполне недвусмысленно поглядывали на двух наших враз притихших девушек. И вторая. Правду говорят, что люди по ту и эту сторону тюремной решетки близки по духу, живут в одном мире. И, как видим, гудковцев в такой же лагерной зоне местные встречали недружелюбно, хотя и вели себя некорректно и тихо, понимая угрозу, но девушки в тех местах были однозначно раздражающим фактором. Всех убила Люда Дубинина. Это иронический заголовок, но что-то в нем есть. Теперь о Тибо и Золотареве. Как они могли себя вести в той ситуации? По словам Юдина, Коля Тибо, это очень внимательный, хороший друг для всех. Он, вот если идешь с ним в поход, мы были на Алтае, он тебе обязательно поможет. Тут удивительно. Я, допустим, шел, тоже у меня там был радикулит, там что-то, так он всегда идет, он внимательный, он поможет рюкзак поднять, надеть. Вот такой вот человек, Коля Тибо. И, вероятно, Тибо первый кинулся на амбразуру, чтобы защищать Люду. Золотарев – хамелеон, опасный джокер в переговорах. Мог вести себя вежливо, но в какой-то момент пойти на обострение, потому что, по словам Варсеговой, был неуравновешенным. А ей можно верить, она в процессе исследований стала прям-таки Золотаревоведом. Ей рассказывали, что Золотарев получал за свою работу благодарности вперемешку с выговорами. Такой у него был неровный характер. Ну, как бы там ни было, как мы понимаем, никто не атаковал этих четверых молниеносно. Сначала это была словесная перепалка, которая перешла даже не в драку, а, как хлопцы говорят, потолкались. И все могло бы обойтись небольшой лупцовкой, никто всерьез Люду бы никуда не потащил, конечно, как вдруг ситуация вышла из-под контроля. Потому что тот, кого убили случайно, это был, судя по травмам, Тибо Бриньоль. И теперь переходим к материалам уголовного дела. Читаем в акте судмедэксперта Возрожденного. Тибо получил обширный, сдавленный, многооскольчатый перелом кости свода и основания черепа прижизненного происхождения с последующим падением, броском и ушибом. Телесные повреждения мягких тканей, области головы и банная кожа конечностей являются посмертными. Смерть Тибо Бриньоля насильственная. Конец цитаты. Немного коряво, но потом эксперты справятся. Что это дает нашей реконструкции? Тибо физически крепкий, но такой добрый, что всем приходит на помощь. И первый вариант, в какой-то момент он резко двигается в сторону Люды, его хватают, он пытается вырваться, делает шаг в сторону или отвечает силой. В ответ, говоря казенным языком, нападающий применяет чрезмерную силу,
чтобы сломить его сопротивление. И вот смотрите, 28 мая 1959 Возрожденный сидит на допросе у следователя Иванова. Это ровно в тот день, когда Иванов закрыл дело. И вопросы Иванов ставит так, чтобы подтвердить свою причину смерти туристов, стихийную силу. Это надо учитывать. Вопрос Иванова. От действия какой силы Тибо мог получить такие повреждения? Ответ. Повреждения головы у Тибо могли быть результатом броска, падения или отбрасывания тела. Я не полагаю, что эти повреждения Тибо мог получить при падении с высоты своего роста, то есть, что он поскользнулся и ударился головой. Обширный, вдавленный, многооскольчатый и очень глубокий перелом свода и основания черепа. Перелом может быть результатом отбрасывания автомобилем, движущимся с большой скоростью или при прочей транспортной травме. Такая травма могла быть, если Тибо порывом сильного ветра был отброшен с падением и ушибом головы о камни, лед и т.п. Конец цитаты. То есть следователя сила, равная мощности автомобиля, не удовлетворила. Откуда она там в тайге? И Иванов тихонько, не для протокола, спрашивает Возрожденного, а сильный ветер мог сбить Тибо с ног? А эксперт такой, теоретически мог. А следователь, так и запишем, порывом сильного ветра был отброшен. Но мы уже разобрались, что никакого сильного ветра 1 февраля в период с 15 до 17 не наблюдалось. Это только ураган мог отбросить Тибо с такой силой, тем более не было его внизу в лесу, на восточном склоне, защищенном от западного ветра. Это классический фортель недобросовестного следователя – описать насилие, не назвав насильника. Конечно же, сильный ветер не может бросить человека и создать его полету такой же импульс, как в ДТП, чтобы привести к вдавленному многооскольчатому перелому черепа. Сама судмедэкспертиза этому противоречит. Но для нас важно, что слова эксперта сводятся к одному. Сила была непропорциональна обычному падению. Возрожденный прямо говорит, это не поскользнулся и упал с высоты своего роста, а значит, Тибо сильно толкают, отбрасывают так, что его тело получает импульс и летит, а не просто падает. Берет сильный мужик его за плечи и со всей дури кидает. А если мужик еще и выпивший, то его кидок примерно на 20-30% сильнее, потому что он использует весь свой потенциал. Этот трезвый человек может себя контролировать, а выпивший бьет в полную силу. Но главное то, что у мужика под шофе нет страха и тормозов. Если он весил килограмм 100, а Тибо 67-69, то скорость полета Николая была приличная. Короче, алкоголь делает толкание более резким, траекторию полета неуправляемой, а силу максимальной. И в полете или при приземлении Тибо ударяется головой о чрезвычайно твердую поверхность. Следующий вопрос следователя Возрожденному. Можно ли предположить, что Тибо был ударен камнем, который был в руке человека? Ответ. В этом случае были бы повреждены мягкие ткани, а этого не обнаружено. Конец цитаты. Здесь эксперт прямо говорит, удар камнем с руки нет. Почему? Потому что при ударе предметом по голове с руки первыми страдают мягкие ткани. Рваные раны, рассечения, гематомы. У Тибо этого нет. Следовательно, не было контакта камень, кожа, кость. А есть контакт головы с камнем, такой плоскостной, а не острый. Поэтому кости разрушены, а мягкие ткани остались без повреждений. Тибо упал на правый висок. В этой области отмечается разлитое кровоизлияние в правую височную мышцу. Прижизненное. Вдавленный перелом правого височно-теменного участка. Дефект височной кости. Понятно, еще на уроках анатомии нам в школе рассказывали, что висок – самое слабое место черепа. А что ударился Тибо? Как говорит Возрожденный, о неподвижную, чрезвычайно жесткую поверхность – камень, лед и тому подобное. Имеем 3 наиболее вероятных варианта. Первое – край камня, курум, которых там в лесу было полно. Лучшее совпадение с актом. Камень абсолютно жесткий, неподвижный. Второе – замерзшая почва. Этот вариант часто недооценивают.
а мерзлая земля тверже бетона. На ней всякие неровности, ледовые наросты, замерзшие грудки, обледеневшие края. То есть висок плюс край льда – та же картина. И третье – корень большого дерева, того же кедра. Корень у него толстый, твердый, неподвижный, имеет резкий край. На корень можно упасть, как на камень. Или, собственно, сам ствол большого дерева, если Тибо натолкнулся на него в полете. В общем, предмет этот неподвижный, очень твердый. И главное, тело двигалось, а предмет нет. Следующий вопрос. Кто кинул Тибо? Наверняка не начальник, а его шестерка. Физически крепкий подчиненный. Если у чужих было 2 лидера и 2 исполнителя, то лидеры задают тон, угрожают, провоцируют, унижают, но практически никогда сами не вступают в ближний контакт. Им это не нужно, у них статус, чувство превосходства, желание сохранить руки чистыми, особенно если все началось с пьяного базара. Характер травмы Тибо – это работа шестерки. Это больше похоже на резкий таран плечом, толкание всем корпусом, или удар во время разворота, или, как я говорила, просто взял Тибо за петельки и отбросил. Такой маневр типичный для людей, которые привыкли к физической силе. Охрана, лесорубы, егеря, зэки, охотники, но не чиновники. Начальник не станет рисковать, даже в подвыпившем состоянии. Они секут поляну при любых рамсах и чувствуют, где предел, у них очень развит инстинкт самосохранения. А вот исполнитель здоровыла не думает о последствиях, действует по команде, входит в азарт, хочет показать силу перед шефом. Это классика. И в результате произошел эксцесс исполнителя. А начальничек смотрит на все это, шкерится, дает команду, а грязное дело – это все на уровне исполнителей. Есть еще другой вариант, что Тибо сбили с ног, когда он бежал, кто знает. Тогда ему любой мог подножку поставить, включая как начальничка, так и Манси. После чего Тибо в полете падает правым виском на твердый выступ, тоже весьма реальная картина. И как бы там ни было, но падение Тибо меняет все, потому что он после этого не встает. Удар головой о твердое привел к тяжелой контузии, о чем свидетельствует описание мозга после соприкосновения головы с твердым предметом. Желеподобная масса, стертые границы серого и белого вещества. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И вот следователь задает последний вопрос возрожденному. Как долго жил Тибо после полученной травмы? Мог ли он передвигаться самостоятельно, разговаривать и т.п.? Ответ. После указанной травмы Тибо находился в состоянии тяжелой контузии головного мозга, то есть был в бессознательном состоянии. Передвижение его было затруднено, и в последующее время он передвигаться не мог. Я считаю, что он не мог передвигаться, даже если бы его вели под руки. Его могли только нести или тащить. Признаки жизни он мог проявлять в пределах 2-3 часов. Конец цитаты. Так что Тибо не умер мгновенно, он подавал признаки жизни. После впадения в кому происходит медленное угасание из-за отека мозга и внутреннего кровотечения. Тибо мог дышать, но не говорить и не двигаться. Его могли только нести или тащить, но никто его никуда не нес и не тащил, конечно, потому что незачем и некуда. Все присутствующие впали в ступор, и дятловцы, и чужие. Если бы я писала сценарий, то изобразила бы сцену так. Люда бросается к угасающему на глазах Тибо, хватает за куртку, трясет его. «Вставай, Коля, вставай!» Ее руки дрожат, голос срывается, она не верит глазам. Колеватов падает на колени рядом, пытается найти пульс, тянется ладонью к колбу Николая, говорит: «Он живой, живой!» Золотарев отступает назад, делает шаг почти вслепую. В его голове звенит одна мысль: «Черт, зачем я вообще пошел с ними? Как я мог вляпаться в эту историю?» В одну секунду все понимают – это точка невозврата. И после первого шока ребята почувствовали тяжелое дыхание этого липкого ужаса. Они начинают понимать, что вокруг равнодушная тайга, помощи ждать неоткуда.
Внутренний голос подсказывал Колеватову: «Обещайте молчать, мы никого не видели, мы никого не знаем. Коля отошел далеко от нас, услышали крик, это несчастный случай». Чужие тоже лихорадочно соображали. Охренеть. Только что был обычный базар, но потолкались немного, и вот тишина и полутруп под ногами. Хотели только проучить этих взорвавшихся туристов, а тут такое. Что делать? Как вырулить из этой ситуации? Лес застыл, ни слова, ни крика.